Всем добрый день, здравствуйте. Я решил написать летопись о себе. Однако, как я могу ее написать, если в момент написания летописи я начну писать о том, что я делаю, что основано на том, что я уже пишу о себе и нахожусь под эффектом наблюдения. А значит, мои действия не являются настоящими, а являются предопределенными. Однако без наблюдения за самим собой я не могу написать летопись, и все мои действия становятся спонтанными. Значит, концепция саморефлексии в корне не подходит нашему миру. Тогда я предлагаю нам взять бесконечное количество мартышек с бесконечным количеством времени. Тогда когда-то они напишут полную летопись моего существования, в которой будет написано все, что я делал, говорил в течение моей жизни. Однако, если вдруг я внезапно скажу, например, пенис, вы представляете, сколько я заруиню? То есть нам понадобится опять заново бесконечное количество мартышек и времени, чтобы те написали новую летопись с моим пенисом. То есть вот как бы показывает, насколько просто маленький пенис сильно может повлиять в масштабном плане вот нашего мировоздания. Вот. Однако, теперь, когда мы выбрали, кто будет писать, нам нужно определиться, каким шрифтом надо написать летопись. Очевидно, то, что большие буквы должны требовать от тебя больше затрат усилий и времени, так как они занимают больше пространства в мире. Вот. Но на практике мы можем вполне себе спокойно заметить то, что маленький шрифт куда сложнее для реализации, хотя должен тратить на себя как бы куда меньше затраты, ибо в мире он занимает куда меньше места. Если мы все-таки берем бесконечное количество мартышек, мы можем предположить, что они будут писать половину моей летописи в течение n-ного бесконечного промежутка времени. Из-за этого они ее не смогут никогда дописать, ибо сначала они напишут 50%, потом 25%, дальше 12.5 и так далее. А так как, чтобы дописать летопись, нужно сначала написать ее половину, для этого нужно написать половину этой части и так далее, мы можем утверждать, что мартышки никогда даже не начнут писать мою летопись. Вот, но все-таки, давайте пока отпустим эту часть и представим то, что вот я умер, и мои мартышки все-таки написали огромную эту мою летопись, где там за мои 17 лет, и сколько я там еще лет 5 проживу, они написали все точечка в точечку. Вот. Но все же я заруинил все своим пенисом. И тут вопрос. Насколько тогда важен в контексте такой огромной летописи мой маленький пенис? Вот. Или в этой летописи, если будет сказано, например, что я сказал не пенис, а, например, яйца. Будет ли это моей летописью? Или это уже будет какая-то другая летопись? Ложной. Вот. Если это будет моей, то сколько пенисов нужно заменить яйцами, чтобы она перестала быть моей летописью? Вот. Но все же, хорошо. Давайте представим то, что мы залутали эту чертовскую летопись и начали читать ее. До того злосчастного момента, где я показываю свой пенис, мы можем считать то, что правильная летопись, она правильная. Потому что в ней все точно сказано буковка к буковке. Однако в другой же момент, в тот же самый, мы не можем считать ее настоящей правдивой летописью, потому что мы не видели мой пенис. Таким образом, эта летопись для нас становится и правдивой, и ложной одновременно. Вот. Однако, все же, давайте примем факт того, что летопись с моим членом является правдивой. То тогда, когда мы будем видеть летописи с членами, мы будем удостовериваться в этом суждении. А когда в летописи члена не будет, мы будем понимать то, что она не настоящая, и еще больше удостоверяться в том, что летопись с членом является правдивой. Таким образом, один только взгляд на пенис укрепляет нашу позицию о том, что летопись с членом является правильной. То есть можно сделать, тут простейшую логическую цепочку. Если в летописи есть член, она правдива. Если члена нет, то неверны. Тогда все, что является членом, является верным, а что нет, неверным. Вот. Однако, все же, перед тем, как издавать эту летопись в прокат, нам что? Нам нужна необходима обложка для нее. Однако бумага, на которой была написана эта летопись, вследствие бесконечно разных взаимодействий, бесконечно разными макаками, будет иметь бесконечно разное количество изгибов и неровностей, которые будут представлять из себя примерно фрактальную форму, из которой будет невозможно рассчитать точно периметр страниц, который необходим для обложки. Вот. Если мы дадим все-таки прочитать эту летопись какому-нибудь честному человеку, который очень любит пугаться, но боится пенисов, то когда он оценит эту летопись как очень хороший, потому что он увидит пенис мой и испугается его. Однако сам испуг — это же противоположность чему-то хорошему. Будет ли это означать то, что данный чтец соврал?
Если он соврал, значит чтение, чтиво плохое. Но оно таковым быть не может, ибо принесло ему положительные эмоции, путем причинения негативных эмоций. А если же он сказал правду, то получается он действительно испугался, и летопись должна быть плохой. А если помнить, что эта летопись была написана бесконечным количеством макак, значит она является порождением беспорядка. А беспорядок, как мы знаем, это противоположность порядку, а порядок в свою очередь является основой чего-то хорошему. Так является ли летопись членом, написанная макаками, хорошей? Таким образом, мы можем понять то, что использование бесконечное количество мартышек в нашем случае не подходит. И нам нужно их куда-то обратно деть. Вот. Куда мы их денем? Как бы, и вот у нас огромное бесконечное количество мартышек, которые уволились из-за моего члена. Отличным решением будет отправить всех этих мартышек, посадить в бесконечно неостанавливаемый поезд. Вот. Чтобы разместить этих мартышек в уже заполненный бесконечно неостанавливаемый поезд, мы просто подвинем каждого пассажира на 2 места, так, чтобы освободить каждое четное сиденье. А так как четных чисел оно бесконечно много, то мы можем спокойно разместить всех безработных мартышек и отправить их в путь. Отлично. Тогда, если у нас не вышло с мартышками, давайте попросим помощи у кого-то более всемогущего. Например, у Бога. Однако, вот такой хороший вопрос, где мы возьмем всемогущего Бога, если, чтобы создать что-то всемогущее должно это создать. Что-то тогда более всемогущее? Но можно ли как-то измерить всемогущность, если это все могущность? И в итоге, что появилось раньше? Всемогущность или Бог? Вот. Но если мы найдем Бога, как только он напишет эту летопись, он поймет. Он увидит там пенис мой и поймет, что она, ну, слишком страшна, как мы уже заметили ранее, чтобы кто-то ее вообще мог прочитать и сделает ее нечитаемой. И если он сделает ее нечитаемой, вопрос, сможет ли тогда сам всемогущий Бог прочитать ее? Потому что если он всемогущий, то, наверное, он может прочитать. Но если это нечитаемая летопись, то как он ее прочитает? Вот такой интересный вопрос. Однако, продолжим. Факт в том, что если какой-нибудь верующий в этого бога человек как-то сможет прочитать эту книгу, то она его оскорбит. И по правилам его религии я должен буду быть наказан. Что является как бы безнравственно наказывать людей. Вот, а безнравственность, она пресекается религией. И таким образом неверующие чтецы, те, кто... то есть не живут по религии, которую в свою очередь возвышает нравственную добродетель, будут куда нравственнее относиться к этому произведению, чем эти самые верующие, которые восславляют праведность и добродетель. А пока все же все эти люди и боги решают, что делать со мной, оказалось, что тот бесконечно двигающий поезд, неостановимый, приближается к развилке, где в одной из сторон расположен бесконечно длинный мост с работающими котами, у которых на спинах приклеены бутерброды, чтобы они могли пообедать. А на другой стороне развилки стоит несдвигаемый камень. Вот. И вопрос, какую из развилок мы должны выбрать. Абы задавить бесконечное множество трудоустроенных котов, которые, в свою очередь, чтобы спастись, начнут прыгать с моста и не смогут никогда приземлиться, потому что бутерброд приземляется все время на маслом вниз, а коты всегда лапами вверх, на лапы. В итоге они оказываются в этом бесконечном лупе. Или мы должны будем врезаться в несдвигаемый камень и убить бесконечное количество множества безработных мартышек. Однако, то есть, значит ли то, что из-за того, что они безработные мартышки, они менее важны, чем работы трудоустроенные котята? Или наоборот? Можем ли мы вообще решать, кто важнее? И что же произойдет с неостановимым поездом, когда он столкнется с несдвигаемым камнем? Об этом тоже стоит задуматься. Однако все же, после такой череды решений, до меня добрались все боги, верующие, и решили меня наказать за мой пенис. Что они сделают? Меня посадят в камеру и будут дальше решать, что со мной делать. И в конечном итоге решат. Меня казнить, пенис отрезать, а летопись спрятать куда-нибудь в библиотеку. Мне сообщат, что моя казнь будет совершена в полдень на следующей неделе. А день будет сюрпризом, чтобы я не успел подготовиться. Знаете, перед смертью не надышишься. Значит, казнь, я могу сказать то, что она точно не будет в воскресенье. Потому что это последний день недели, а значит, сюрприза для меня уже не будет. Однако, опираясь на это, я могу понять то, что если казни в пятницу не будет, то значит она будет в субботу. И значит это опять не будет для меня сюрпризом. И таким образом можно предположить, что казни не будет вообще. Вот.
После чего все-таки отрезанный мой пенис решат поместить в сарай, закрыть от греха подальше. Сарай этот с открытыми дверцами с обоих сторон. Все просто, вот. Но, однако, мой пенис оказался больше сарая, и просто так он не помещается. Поэтому, ну, тут все просто. Они просто разгоняют мой пенис до огромной скорости, чтобы он уменьшился из-за эффекта сокращения длины. И в этот самый момент, когда он будет на какое-то мгновение ровно весь в сарае, они закроют в этот момент двери. Однако, с точки зрения пениса, он в каждый момент времени занимает какое-то определенное пространство. Что означает, он находится в покое. То есть, с точки зрения пениса, это на него несется сарай с огромной скоростью, который должен, в свою очередь, уменьшиться. А значит, тем более, мой пенис не может поместиться в этот сарай. Вот. И пока они все это разгоняли сарай и пенис до невероятной скорости, летописи успели телепортировать куда подальше путем расщепления их на простейшие частицы и собирания точной копии. И после этого они также смогли собрать другие из других точных частиц, точные копии, клоны этих летописей. Так что уже непонятно, какая из них является настоящей. И как бы сильно не пытались распространить эти летописи, их все-таки собрали в одну большую кучу. И в каждой решили по одной этой летописи убирать в библиотеку. И становится непонятно, в какой момент куча летописей перестанет быть кучей летописей. Ибо 2 летописи это куча, а если 3, 4, 5, в какой момент? И в обратную сторону, когда куча летописей перестанет быть кучей летописей? И все же, когда они перенесли эти летописи в библиотеку, там произошла небольшая реформа внутри библиотеки. И можно заметить то, что так как они увеличили количество штатов в библиотеке, некоторые старые штаты по какой-то причине получили куда большую власть, чем другие. Вот. Но все же не будем об этом. Библиотеки решили отсортировать все существующие слова в бесконечном словаре. Все просто. Решили по такому простому принципу. На те слова, которые описывают сами себя, автологичными их назвали. Например, слово русское является русским, слово старое является старым. И на гетерологичные, которые не описывают сами себя. Например, слово английское не является английским, а горячее слово не является горячим. Вот. И они не могут решить, куда деть само это слово гетерологичное. Вот. И как можно заметить, то что один мой маленький пенис как сильно смог изменить информационный вес в нашей реальности. Хотя, казалось бы, как мы уже выяснили, он маленький, должен занимать маленькое количество места в пространстве. Однако, несмотря на это, посмотрите, как сильно он влияет на наш мир.